Как известно, 8 февраля три Балтийских республики окончательно разорвали энергетические связи с Россией и Белоруссией, выйдя из энергокольца БРЭЛ, которое ранее объединяло эти страны с Эстонией, Литвой и Латвией. Но достигли ли они желанной энергетической независимости без потерь? И какие негативные последствия ожидают Балтийский регион в условиях новой нестабильной энергетической ситуации? Ответ на этот вопрос многогранный и, что особенно важно, напрямую влияет на экономическое будущее балтийских государств и уровень жизни их населения. Энергетика – это основа основ, без которой не может функционировать ни одна современная страна. Видимо, поэтому эта острая проблема заинтересовала даже такого известного аналитика, как Яков Кедми, который недавно представил свое подробное исследование по данному вопросу. Предлагаем вашему вниманию ключевые моменты его анализа. После того, как Латвия, Литва и Эстония отсоединились от энергетической системы, связывавшей их с Россией и Белоруссией, стоимость электроэнергии в этих странах взлетела в разы, а многие крупные промышленные предприятия были вынуждены приостановить работу. Импорт электроэнергии из Евросоюза оказался слишком дорогим. Эстония, Латвия и Литва прекратили закупки российской электроэнергии еще в 2022 году, задолго до официального выхода из БРЭЛ. Однако энергокольцо БРЭЛ имело критическое значение для поддержания стабильности энергосистем балтийских стран. В начале февраля все три страны осуществили синхронизацию с энергосетями континентальной Европы, устроив по этому поводу громкое пропагандистское шоу. Все три президента вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен присутствовали в этот момент в Вильнюсе. Мы можем с гордостью объявить всем нашим друзьям и мировой прессе: мы сделали это! «Прощай, Россия! Прощай, Ленин!» — пафосно воскликнул президент Литвы Гитанас Науседа, напомним, в прошлом член КПСС. Это потребовало от нас времени и усилий, но мы добились своего. Думаю, мы закрываем одну главу нашей истории и начинаем новую, непредсказуемую и чреватую рисками, вторил ему президент Латвии Эдгар Ринкевич. Наиболее резко выразился президент Эстонии Алар Карис. Энергетическая зависимость от России полностью ликвидирована. Россия больше не в состоянии использовать энергетику для давления на нас, отрезал он. А затем, вдохновившись собственной речью, призвал Евросоюз к полному эмбарго на торговлю с Россией. Руководитель литовского оператора системы передачи электроэнергии Литгрид Рокас Масюлис заявил, что мосты сожжены. Литва демонтировала почти все линии электропередач, связывавшие ее с Белоруссией. Также начался демонтаж ЛЭП, соединявших Литву с Калининградской областью. Он не стал скрывать, что в ближайшие 5 лет стране придется вложить 2 миллиарда евро в прокладку новых линий. На сегодняшний день Литву с Польшей связывает лишь одна линия, что делает ее энергосистему чрезвычайно уязвимой. Некоторые оппозиционные политики, включая представителей титульных народов, также выразили скепсис. Россия больше не сможет использовать электроэнергию как орудие против нас, цитирует президента независимый депутат эстонского парламента Вара Воаглайд. Напрашивается вопрос: а когда Россия это делала? Насколько мне известно, никогда. Ситуация аналогична той, когда женщина, выходя замуж во второй раз, публично заявляет, что бывший муж больше не сможет ее бить, хотя всем известно, что он ее и пальцем не трогал, добавил Воаглайд. Еще более жесткую позицию занял бывший кандидат в президенты Литвы Эдуардас Вайткус. За 35 лет независимости у нас не было проблем с подключением к российской энергосистеме, к БРЭЛ. Но литовское правительство, правительство предателей, решило отключиться от российской энергетической сети, и три балтийских государства уже израсходовали 1 миллиард 800 миллионов евро на это отключение, написал он.
подчеркнув, что эти 1 миллиард 800 миллионов евро заплатили потребители электроэнергии. Поначалу власти утверждали, что выход из БРЭЛ не скажется на тарифах, но, как говорится, результат налицо. После отключения от энергокольца, связывавшего их с Россией и Белоруссией, цены на электроэнергию на оптовом рынке Nord Pool для стран Балтии выросли в несколько раз. С 62 до 200 евро за мегаватт, а в некоторые дни достигали почти 270. Это ударило не только по простым гражданам, но и по предприятиям. В середине месяца вынуждена была остановить работу крупнейшая в Эстонии целлюлозно-бумажная фабрика Estonian Cell. Ее представители жалуются на неподъемные цены. Специалисты рекомендуют потребителям следить за изменениями цен на энергетической бирже Nord Pool, чтобы хоть немного сэкономить. Печальная картина для стран, претендовавших на высокий уровень жизни. Чиновникам пришлось искать объяснение резкому подорожанию электроэнергии после выхода из БРЭЛ. Одна из версий – во всем виноваты ветряки и солнечные электростанции, в которые страны Балтии инвестировали значительные средства, следуя курсу Брюсселя на зеленую энергетику. Регион способен обеспечить себя энергией лишь на 70%, остальное приходится закупать. На цены повлияло то, что на этой неделе в странах Балтии почти не было ветра. Поскольку температура понизилась на несколько градусов, потребление выросло. Кроме того, цена на газ по сравнению с прошлой неделей увеличилась на 10%, сказал член правления эстонского системного оператора Elering Erkki Sapp. Уникальная ситуация, когда ни ветер, ни солнце не генерируют электроэнергию. Сегодня в Литве полный штиль, и в нашем регионе нет солнца. Возобновляемые источники энергии производят очень мало электричества, поясняет председатель Национального совета по регулированию энергетики Ренатас Поциус. По его словам, республике не хватает генерирующих мощностей. В феврале мы традиционно меньше получаем энергии из возобновляемых источников. Газ дорогой, а из-за холодной погоды потребление электричества увеличивается, подчеркнул Поциус. Эксперты прогнозируют снижение цен на газ в будущем, но потребителей волнует ближайшее будущее. В последние дни мы видели скачки выше 1000 евро. Это увеличивает расходы на поддержание баланса в системе, жалуется член правления Baltic Energy Partners Марко Алексон. Премьер-министру Литвы Гинтаутасу Палуцкасу также пришлось комментировать ситуацию. И эта проблема никак не связана с синхронизацией. Просто похолодало, спрос вырос, а наши возможности по импорту ограничены, я имею в виду Nordbalt, линию электропередачи между Швецией и Литвой. Нам придется задействовать собственные газовые электростанции, а это обойдется дороже, сказал он журналистам. Председатель правления латвийской энергетической компании AJ Power Roberts Samtiņš, однако, признает, что после синхронизации с Европой возникли дополнительные расходы, связанные с необходимостью поддерживать резервные мощности. Эти расходы, согласно действующим правилам, будут переложены на конечных потребителей. Только в феврале потребители Эстонии переплатят за электричество около 50 миллионов евро из-за аварии на EstLink 2. Эти потери будут ощутимыми и в ближайшие месяцы, особенно в марте, сообщил руководитель отдела торговли электроэнергии компании Алексела Кальвину-Чу и выразил надежду, что в марте ветер усилится, а солнце будет светить ярче. Слабое утешение для потребителей. Финляндия экспортирует электроэнергию по цене 11,3 евро за мегаватт-час, а Эстония импортирует ее по цене 92 евро. Получается, что при пересечении Финского залива электроэнергия дорожает в 8 раз. Эта разница оседает в карманах финского и эстонского сетевых операторов Fingrid и Elering. Не могу сказать с уверенностью, почему в течение последней недели тарифы на электроэнергию у нас растут на 20% ежедневно. Возможно, как нас уверяют власти,
Это не связано с выходом из БРЭЛ, но совершенно ясно, что наша энергетическая система в глубоком кризисе, и ни синхронизация с Европой, ни биржа Nord Pool не способны решить эту проблему. Необходимо искать реальные решения, и это точно не заключается в том, чтобы усеять все побережье ветряными генераторами. Я вижу единственный выход – отменить все пошлины на выбросы СО2, запустить на полную мощность наши сланцевые электростанции и вернуться к государственному регулированию тарифов. Пока еще есть такая возможность, призывает депутат парламента Эстонии Александр Чаплигин. Эксперт в области электроэнергетики Борис Марцинкевич полагает, что доля правды в словах властей есть, а прямой связи между выходом из БРЭЛ и ростом цен в регионе, наоборот, нет. Просто Эстония, Латвия и Литва, отказавшись 3 года назад от стабильных поставок из России, сделали себя заложниками погодных условий. Поэтому все эти 3 года наблюдаются резкие перепады цен. Но ситуация может ухудшиться. Достаточно одной аварии, на линии, соединяющей Литву с Польшей, и весь регион погрузится в энергетический кризис. Я не понимаю, почему они решили, что это надежнее, чем синхронизация через БРЭЛ, когда страны Балтии были синхронизированы с Россией и Белоруссией сразу по 6 ЛЭП, подчеркивает эксперт. Пока существовало кольцо БРЭЛ, каждая из 5 стран-участниц держала в резерве по 150 мегаватт на случай аварийных ситуаций. Таким образом, каждая страна могла рассчитывать на быструю помощь партнеров по энергокольцу, и энергоснабжение не прерывалось даже при серьезных происшествиях. Теперь же Балтийским республикам придется каждый раз договариваться о поддержке с соседями – финнами, шведами или поляками. Какова будет цена этой услуги, неизвестно. Ведь европейский энергорынок крайне нестабилен, цены постоянно колеблются. Понятно, что и у финнов, и у шведов, и у поляков есть свои резервные мощности. Но рассчитывают ли они их с учетом возможной необходимости помочь странам Балтии? У меня нет такой информации, отмечает Марцинкевич. Сейчас Латвия, Литва и Эстония ведут переговоры о строительстве большой общей электростанции для борьбы с дефицитом энергии. Но это вопрос далекого будущего. А авария может произойти в любой момент. Уважаемые зрители и слушатели, разделяете ли вы мнение Якова Кидми? Особенно интересны комментарии жителей стран Балтии. Поделитесь своими наблюдениями и предложите темы для следующих видео. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Впереди еще много интересного. Спасибо за просмотр.